Чрезвычайное положение или военный переворот в Корее, кибератака на Великобританию и, наконец-то, вся правда про коронавирус. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самое важное и интересные новости. Еще один нож в спину России. Китай отказывается сотрудничать с российскими банками. Революция в Грузии закончилась. Какие результаты тогда? Лукашенко берется за новое направление, меняет профессию. Какая теперь сфера пострадает? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Глава украинского МИДа привез в Брюссель Будапештский меморандум, которому как раз исполняется 30 лет со дня подписания. «Не защитила бумага», — говорит он. Это верное свидетельство, это верное напоминание о том, что любые долгосрочные решения о долгосрочной безопасности ценой безопасности Украины неуместны и неприемлемы. Этот документ или эта бумага не смогли обеспечить безопасность Украины и трансатлантическую безопасность. Поэтому мы должны избегать повторения подобных ошибок. И поэтому, конечно, мы будем обсуждать с моими партнерами концепцию мира через силу. Также министр говорит о срочной поставке по меньшей мере 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать отключения электроэнергии и поможет предотвратить российские удары по энергосистеме. Британские спецслужбы предупреждают, что страна недооценивает угрозу кибератак со стороны России и Китая. Центр правительственной связи и Национальный центр кибербезопасности заявляют, что Великобритания сталкивается с атаками как от хакеров, связанных с российскими госструктурами, так и от криминальных групп, действующих при поддержке или попустительстве Москвы. Китай также обвиняет в организации нападений на британские объекты. Основные цели атак – критическая инфраструктура и система здравоохранения. Одним из примеров стала атака на компанию Synovis этим летом, когда были похищены данные пациентов национальной системы здравоохранения. В этом нападении обвиняют российскую группировку Kylin. Хакеры часто используют программы-вымогатели, блокируя серверы и требуя выкуп за восстановление доступа или за сохранность украденных данных. Конституционный суд Грузии отклонил иск президента страны об отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября этого года. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Итак, попытка организовать Майдан в Грузии провалилась. Я бы призвал всех, скажем так, соблюдать спокойствие и сохранять мир в этой стране. Так что мы несем за это ответственность. Я могу заверить всех, что в этой стране будет мир. Согласно официальным данным, правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 из 150 мандатов, что обеспечило ей большинство в парламенте. Но оппозиционные партии и президент Зурабишвили не признали итогов выборов, заявив о массовых фальсификациях и нарушениях, включая несоблюдение принципов всеобщего и тайного голосования. Россия говорит, что в течение года или двух попыток свержения правительства было 10, что они будут поддерживать, вмешиваться. Все это типичная гибридная война, которую они ведут против Грузии. И именно поэтому так важно, чтобы квалификация этого движения была четко понята за пределами границ. Что здесь не Майдан, не революция, даже не революция РОС, которая была у нас в прошлом. Это очень мирное и очень конституционное движение. В конце ноября Европарламент принял резолюцию, в которой указал, что выборы в Грузии не соответствовали стандартам свободы и справедливости, и призвал к проведению повторного голосования. Решение Конституционного суда оставляет в силе результаты выборов, несмотря на критику как внутри страны, так и со стороны международного сообщества. Парламентский кризис во Франции, похоже, уходит на новый виток. Оппозиционный политик Марин Ле Пен подтвердила, что ее партия «Национальное объединение» подаст свое предложение о недоверии правительству и поддержит аналогичное предложение левых сил. Ле Пен объявила о создании текста законопроекта, а действия правительства назвала заслуживающими порицания. Она также подчеркнула, что партия предлагала поправку об отказе от деиндексации пенсий, но правительство не согласилось на это требование.
Правительство выделило 30-40 миллиардов евро на дополнительные налоги. Мы были чрезвычайно разумны в требованиях, которые мы выдвигали от имени французского народа с учетом мандата, данного нам французским народом. Предъявленные нами требования были особенно разумными, несмотря на то, что правительство согласилось только на одно из них – на сумму в 600 миллионов евро. Для тех, кто нас слушает, это может показаться много, но в контексте бюджета здравоохранения это ничтожно мало. Левые партии подтвердили, что внесут вотум недоверия правительству, а Мишель Барнье, цитирую, получит и позор, и порицание, говорит Матильда Пано, глава одной из парламентских групп. В Сеуле силовики попытались помешать депутатам правящей демократической партии Табура прорваться в парламент, но те все же смогли туда войти. Позже силовые структуры зашли в здание с тыльной стороны, пытаясь сдержать ситуацию, но голосование в парламенте сорвать не удалось. Парламент таки проголосовал за отмену военного положения, 190 голосов из 300. Напряженность сохраняется, военное командование может пойти на штурм, а следующий шаг парламента – возможный импичмент президенту, во всяком случае об этом говорят лидеры оппозиционных партий. Началось все с того, что президент Южной Кореи Йон Сук Йоль объявил о введении военного положения в стране, обвинив оппозиционную демократическую партию в подрыве демократических основ страны и остановке работы правительства. Он отметил, что парламент инициировал 22 процедуры импичмента против правительственных чиновников с момента его инаугурации, что, по мнению президента, нарушает функционирование государственной системы. Йон Сук Йоль подчеркнул необходимость искоренения, цитирую, псевдокорейских антигосударственных сил, конец цитаты, для защиты конституционного порядка и безопасности страны. По состоянию на момент записи этого видео силовики покидают здание парламента, но информация еще нуждается в подтверждении. Оппозиция парализовала судебную работу, запугивая судей, привлекая к ответственности ряд прокуроров. Они парализуют исполнительную власть, пытаясь объявить импичмент министру обороны. Введение военного положения предусматривает усиление мер безопасности, мобилизацию вооруженных сил и возможные ограничения гражданских свобод для обеспечения национальной безопасности. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, призывая к сдержанности и диалогу между сторонами. Китайские банки начали массово отказываться от работы с российскими кредитными организациями, попавшими под санкции США. Среди них крупнейшие банки, которые блокируют платежи и прекращают сотрудничество с подсанкционными клиентами. Эти действия вызваны ужесточением санкций США в ноябре 24-го, когда более 50 российских банков, включая «Газпромбанк» и другие крупные организации, попали в список санкций. Экономика Российской Федерации на 80% от Китайской Народной Республики. Но очень серьезно действительно Китай смотрит на то, чтобы не попадать под вторичные санкции. Потому что сегодня в связи с сменой администрации в Соединенных Штатах будет более жесткая антикитайская риторика, более жесткая экономическая антикитайская политика с введением новых пошлин на китайские товары и так далее. То есть поэтому Китай ищет такой осторожный баланс, дабы не раздражать Запад, а оставаться в хороших отношениях с Западом, потому что как экспортно ориентированная экономика, основу китайских рынков для китайских товаров это все-таки Европейский Союз и Соединенные Штаты. В общей сложности на пике товарооборот общий 1 триллион 600 миллиардов долларов. То есть есть за что бороться, есть на что смотреть. Плюс есть еще много вопросов, которые между Китаем и западными государствами остаются достаточно активными и актуальными. И поэтому в таких вопросах жестких сегментных взаимодействий с Российской Федерацией, да, Китай будет проявлять достаточно серьезную осторожность. Проблемы с платежами усугубляются серой активностью китайских платежных агентов, которые предлагают обходные схемы через контрабанду и сомнительные цепочки. Тем временем Министерство торговли США расширило список китайских технологических компаний, которые попадают под экспортный контроль, добавив около 140 организаций, преимущественно базирующихся в Китае, а также некоторые китайские компании в Японии, Южной Корее и Сингапуре. В этот список вошли производители оборудования и программного обеспечения для изготовления
изготовления компьютерных чипов. Обновленные правила, опубликованные на сайте Федерального реестра США, тоже ограничивают экспорт в Китай высокоскоростных микросхем, необходимых для обработки больших объемов данных, включая искусственный интеллект. Коронавирус могли создать в лаборатории Уханьского института вирусологии, где занимались усилением функций вирусов, включая коронавирусы. Комитет Палаты представителей по COVID-19 опубликовал свой окончательный отчет после двухлетнего расследования. Нарушения техники безопасности в институте могли привести к нулевому заражению, а осенью 2019 года несколько сотрудников Уханьского института вирусологии заболели с симптомами, схожими на COVID-19. Исследование института частично финансировалось США через гранты, включая проекты по изучению коронавирусов у летучих мышей и их потенциальной передачи людям. Группа конгрессменов пришла к выводу о том, что в числе вероятных спонсоров пандемии были Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, ряд национальных институтов здоровья и компания EcoHealth Alliance. Лукашенко взялся за науку, говорит, что никто в этом не разбирается и ничего не понимает. Приходится снова брать все в свои руки, просто все. Мне нужна реальная картина, которая складывается в Академии наук. Мне не надо на кого-то наезжать, наступать и так далее. Нужна реальная картина, чтобы страна развивалась. Ну и мы определили, что группа является постоянно действующей, чтобы проанализировать каждый пласт в организации деятельности Академии наук. Он, наверное, еще и опытный работник образования, наряду с историком, художником и футболистом. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.